Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирасьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро, быть может, ворвутся в вашу жизнь, дорогие тельцы? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. И совсем недавно у нас Плутон ушел в ретроградное обратное движение. И притормозил он не случайно, давая нам возможность, эта возможность до середины октября продлится, вернуться к пересмотру некоторых собственных позиций, убеждений. В целом, в жизни каждого из нас происходит в этот период какая-то глубокая внутренняя трансформация. А в целом можно свести это к фразе как переоценка или система ценностей меняется. Ну, надо сказать, и Уран, который находится теперь уже в Близнецах, но для вас это второй дом гороскопа. Поэтому вполне вероятно, что-то как система ценностей, буквально мир материальный, или откуда к вам приходят деньги. Ну вот о чем-то вы задумаетесь, это железно. Смотрите, что у вас выпадает. Как раз карты старинного цыганского пасьянса нам больше рассказывают и показывают события. Закрытый путь. Ну, давайте будем прояснять, что тут за закрытый путь. Хотя не обязательно, что это перед вами какая-то дорога закрывается. Может быть и правда. Вы раньше не могли что-то осуществить. Но здесь ведь можно и еще и по-другому трактовать. Это вам нужно решить какой-то вопрос и словно поставить точку. У кого-то из вас эта тема может касаться кот, флирт. Может быть, какие-то и взаимоотношения. А может быть, это встреча какая-то планируемая, но которая просто будет перенесена, к примеру. Или в какие-то другие сроки, или каким-то другим путем. Собирались одним маршрутом, поедете другим. Вот, кстати, я вот такого не исключаю в ближайшее время. Тут и расписание, тут и маршруты, тут все, что хочешь. Может меняться. Поэтому будьте внимательны. Но у кого-то это может быть и правда, куда-то не поехал и случайно познакомился. Может быть и так. Но кот, флирт, хорошее настроение. Поэтому, значит, в ближайшие дни, даже если что-то идет не по плану или идет по плану, но, может быть, где-то, вот как показывает нам карта, ну, правда, вот я уже смотрю, гости есть, как нам показывают карты «Закрытый путь». Тут как по срокам будет что-то пересмотрено, скорее всего. Гости, да, вот этот бокал. Либо вы в гости, либо к вам в гости. Какая-то встреча. Может быть, эта встреча не обязательно будет, да, личного характера, а это какие-то важные персоны. А у вас радость идет на ваш порог. Венок. Смотрим дальше. Что для тельцов? Молния. Какое-то скорое известие. Какое-то стремительное известие. Буквально молниеносное. Что-то такое. И деньги. Вот смотрите, у вас совпадает, как и эта молния, и одновременно деньги. Может быть, это какая-то тема, которая у вас как раз с деньгами и связана. Но тут я вижу, прогресс какой-то есть. Или, по крайней мере, может быть, это для кого-то наоборот. Решить вопрос, который связан с финансами, получение денег. Ну вот Уран во втором доме гороскопа, это же как раз дом материальных благ или вот именно наши заработки, наша работа, откуда к нам приходят деньги. То есть процесс сам, именно откуда, он тут тоже имеет немаловажное значение с учетом Урана. Уран любит все дробить, поэтому кто-то из вас надумает, как дополнительный доход рассматривать. Как будто деньги не из одного источника, а может быть из двух, трех даже. Но каким-то образом есть вот это дробление. Или, может быть, буквально вы тут услышали какую-то новость, раньше хранили в одном банке деньги, теперь понесете в другой. Или распределите на два банка в разных валютах. Вот есть такой момент, да? Поэтому я тут... Нам не говорят конкретно, правда, тут как будто по судьбе вам идет какая-то ситуация, которая, с одной стороны, может означать радость и, к примеру, решение какого-то финансового вопроса. И, может быть, вот вы, ну, мы все разные, да, к примеру,
Когда вам нужна, может быть, помощь, поддержка, то тут, скорее всего, даже это как-то может быть неожиданно. Может быть, вам кто-то поможет. Вот смотрите, точно. Может быть, и сам себе телец помогает. Но тогда просчитали какую-то точно многоходовочку. У вас еще совпадает и для кого-то цыганка. Но это не про цыган вовсе. Имеется в виду, так прописано в пасьянсе, просто одно слово, 4 буквы. Лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы не хорошо знаем пока. Поэтому с новыми знакомыми, может быть, тут и посылает вам, как судьба, какое-то знакомство, я не исключаю. Но рядом тут у нас и молния, и деньги. Поэтому вполне вероятно, может быть такое, вот как какая-то помощь. Ну, пусть это не для всех. Или какая-то, ну, складывается такая ситуация у вас, когда... Ну, приход именно денежный будет несколько больше. А то и, может быть, кто-то к вам приезжает, и такое тоже не исключаю. Подарки, почему нет? Еще в течение мая, ну, до 20-х чисел. Кто-то может и вас поздравлять, у вас, может быть, дни рождения. Но тут какая-то конфигурация, которая очень для вас интересная и, я бы сказала, продуктивная, потому что деньги. Но более того, у вас совпадают часы, когда этот выпадает символ, это добрые перемены. Поэтому даже если какие-то пути закрываются или что-то у вас переносится, ну и ладно, значит, для вас это как будто может быть с большим плюсом. Мы ведь люди, мы всего не видим, верно? Иногда мы расстраиваемся и думаем, что, эх, упустили что-то, ну кто знает. Здесь все идет так, как надо. Смотрите, у кого-то важное согласование, поездки, может быть, какие-то конторы, официальные учреждения. Всегда это как казенный дом, открытая книга. Возможно, и вы будете тоже и узнавать что-то. Куда-то сами можете обращаться. Или вам, может быть, придется как совместить, да, некоторые договоренности, и у кого-то про выплаты может идти речь, да, ну или, может быть, какой-то очень важный контакт с человеком у вас может произойти, потому что у нас получается, как и книга, так как я говорила, и деньги, и одновременно лицо. Возможно, это просто даже человек, который вам дельным советом может помочь. Вот я такое тоже не исключаю. Но так или иначе, ну вот как будто судьба. Судьба помогает вам, чтобы вот эти добрые перемены, это первый ряд, как будто запускает вот этот механизм перемен. Ну, я тогда вот все то, что мы с вами раскрыли, вы знаете, я тут вижу, чтобы на смену вот каким-то закрытым путям, дорогам, как раз эти дороги открылись, и пришло новое качество жизни. Больше радости, больше легкости. Вот это будет здорово. Пусть так оно и случится, мои дорогие. И пока я с вами говорила, пересматриваю, что мы тут можем еще соединить. Не вижу я больше совпадений. Поэтому давайте пойдем дальше. Что же там со дня на день? Для тельцов нам еще расскажут карты. Будем узнавать. И первый вопрос, что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Правда, тут явно есть какая-то коррекция. Что же изменит, мои дорогие тельцы, ваши планы? А может и кто? Вот тоже такое не исключаю. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? В чем ваша сила? Но обязательно спросим, так что же будет продолжаться? Или какая-то конфигурация? К чему все идет? Именно на продолжительный более период времени. Ну и по основным сферам жизни, что ждет тельцов в личной жизни, в любви со дня на день. Что со дня на день ждет тельцов по финансам? Ну и что вас ждет? Дела, документы, важные контакты, в целом ваши достижения. У кого-то работа, у кого-то и бизнес. Итак, что скрывает будущее, какие, может быть, тайны, или что меняет ваши планы? Известия. Или меняет планы именно решение какого-то финансового вопроса. Либо вы его должны решить, либо, может быть, так тут складывается, что вы его решить раньше не могли, а теперь вы его можете решить. Ведь это всегда
сама по себе возможность, сами по себе деньги. Ну и, в принципе, туз как будто один, да, пентакль. Это начало. Почему мы и говорим? Карта шанса, карта возможностей. Может быть, это и вы получаете какое-то известие и понимаете, что нужно действовать, потому что эта карта как раз дает активность, как минимум что-то попробовать. Может быть, давайте достанем дополнительную карту, что скрывает это финансы, или, может быть, это с кем-то связано, да? Ух ты, нет. Тут даже если с кем-то связано, то тогда шестерка пентаклей – карта финансового успеха. Но еще иногда она свидетельствует о том, что, правда, могут быть и люди, которые нам тоже способны помогать. Единственное, эта карта работает только в одну сторону. Вот сейчас это помощь высших сил, мы часто очень называем эту карту, потому что тут, знаете, вселенский баланс. Но помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. То есть по этой карте мы принимаем как будто, мы кумулируем, но мы не раздаем, мы не транжирим, мы не даем в долг, даже если очень просят. Вот именно такая фраза. Вот вам сейчас нужно сконцентрироваться, может быть, на либо решении какого-то финансового вопроса, либо даже если, слава богу, проблем нет, но иногда ведь карты могут говорить о том, что же будет меняться, да, или что изменит ваши планы. Вполне вероятно, что вот какое-то положение финансовое где-то будет оказывать влияние на ваши дальнейшие планы. Может быть, это вы будете тут что-то пересматривать или какие-то свои позиции. Именно потому, что сейчас нужно решить какой-то вопрос. Или сейчас, как складывается более удобная атмосфера, аура, возможности, что ли, так. Возможности они есть, тут как будто даже дважды. Поэтому я тут вижу, вы можете менять свои планы, но тогда это будет связано именно с финансовой составляющей. Что будет радовать? Ну, у кого-то важный документ, может быть, да, император. Может быть, по этой карте, кстати, император это у нас Овны. Может быть, у кого-то даже так совпадет конкретный человек. Но ведь это карта силы. Это карта порядка, организации. Буквально организация у вас тут выпадала, да, как вот это казенный дом мы с вами говорили. Но это организация еще и вашей жизни, вашей судьбы. Вот что будет радовать. И, безусловно, у кого-то может быть подписание каких-то важных бумаг или подача каких-то документов, получение или планы какие-то. Может быть и контакт с каким-то человеком. Вполне вероятно, как представители закона, власти, каких-то структур, может быть, да, потому что чиновники иногда высокие тоже проходят по этой карте. Но это ведь еще и ваша сила. Вот вы сейчас как бы организуете свою жизнь или реорганизуете. Может быть, вы будете узнавать что-то, информацию, да, как вам поступить, может быть, по закону. Ну, может быть, мои дорогие, пересматривайте свое окружение. Новые люди могут приходить в вашу жизнь, а это планетарно. Именно так оно и есть. Но вас будут радовать. И, может быть, теперь так вот складывается, что больше людей в вашем окружении, даже в ближайшие дни может так свести судьба с каким-то важным человеком, да, он может дать дельный совет или как-то вам помочь, посодействовать. Но тут, в принципе, я вижу, что это действительно будет радовать как-то и вам, и помогать, а может быть и буквально конкретная персона, которая вам поможет решить какой-то вопрос. К чему все идет? Что будет продолжаться? А вот и говорят, как будто деньги, ну вот сейчас прибереги. Потому что пятерка пентаклей – это всегда карта недостатка. Кстати, недостаток тут может быть такой двойной. Недостаток взаимопонимания, недостаток по финансам. Поэтому будьте предельно внимательны, что-то может меняться именно даже касаемо финансов. Или, может быть, и люди меняют мнение. Давайте раскроем, что будет продолжаться. Ну, может быть, какие-то темы вы еще не успеваете в ближайшие дни, короткий срок, согласовать. А вот скорее придется договариваться. Смотрите, четко говорит карта. Ведь когда пятерка пентаклей, я часто говорю, заноза. Маленькая, но такая вот, но мешает. По-другому не скажешь.
И нам ведь очень часто по пятерке пентаклей как бы карта сама дает совет. Если финансы, то значит прибереги, не трать. Но и конфронтацию с кем-то не устраивай. А следующая карта, двойка кубков. Вам тут может что-то не нравиться. Вы можете видеть, что человек меня не понимает. Все-таки тут у нас на персонале переходит карта, потому что двойка кубков. А ведь это баланс. А ведь это дипломатия. А ведь это какая-то любовная история у кого-то из вас может быть. И может быть даже сложная история по части отношений. Когда вам в ближайшие дни создает пространство, небеса создает, небесная канцелярия. Именно такую ауру, когда вы можете договориться. По крайней мере, я так вижу. Вы тут можете какие-то важные диалоги, ведь это карта искренности, откровенности, важных разговоров на чистоту. Кто-то из вас, вот что будет продолжаться, вопрос будет стоять. Либо пара, либо одиночество. Может быть и так. Но я должна сказать, мои дорогие, вот я люблю карту отшельника, кто бы как к ней ни относился, потому что это карта целеустремленного человека. Потому что это та карта, которая независимого человека нам демонстрирует. И, самое главное, пожалуй, никто не мешает. Давайте раскроем, все же непонятно, с чем это связано, что будет продолжено. Тут точно, одному и одной мало вероятности остаться при должном желании. Но вот вы, наверное, будете что-то решать. Именно вы, мои дорогие тельцы, выпадает король пентаклей. Может быть, у кого-то, правда, встреча может произойти, как я говорила, прощание с одиночеством. Вот запросто. Может быть, раньше были какие-то сожаления, да, вот как по этой пятерке пентаклей. У кого-то была грустная история, то, возможно, пусть это не сама даже встреча, а когда вы первые шаги как внутренне себя настроите на какой-то иной ориентир, на жизнь паре, или будете готовы, может быть, так более вдумчиво, но будете готовы впустить новых людей в вашу жизнь. Именно решает сам телец. И не важно, что у нас король выпал, да, меня смотрят девочки, более мужские энергии, значит, более такие прагматичные, они и в вас присутствуют. Но для тех девочек, кто сейчас одна, а ведь и правда, вы как себе подстать можете встретить человека, и может быть совсем скоро, хотя тут старший аркан. Это может быть не совсем в ближайшие дни, а чуть поотдаль. Но как будто приготовься тогда. Думай об этом, да? Какого бы человека ты хотела, может быть, в свою жизнь. Не буквально там образ, но по каким-то очень качествам для вас важным. Вот тут я вижу личная жизнь не на последнем месте. Ладно, вот давайте о личной жизни узнаем. Что же там в ближайшие дни, со дня на день? А у кого-то и встреча. Смотрите, у вас 2 шестерки. 6 всегда победа. 6 мечей. У кого-то может быть и творчество, да, тоже, как ваша личность, самовыражение. А у кого-то из вас переезд или к вам какое-то путешествие человека. Возможно, это вы будете планировать куда-то дорогу, важную встречу. Что еще в личной жизни со дня на день? А ведь и правда, у кого-то можно помириться, можно встретиться. 20-й старший аркан мы называем страшный суд. Но вообще, по сути дела, это как волшебная флейта Моцарта, волшебные звуки. Это имеется в виду дорога к свету. Вот есть такая колода «Колесо года». Мне очень нравится это название. Но по факту это избавление от боли, избавление от страданий. И вы знаете, я тут вижу, тут ряд ваших вопросов, в принципе, может быть, на злобу дня или финансовых решается. Вот такой у вас расклад. Но тут у вас что-то может решаться и по части личной жизни. Мои дорогие тельцы, май – это ваш месяц. Но он даже планетарно, астрономически, астрологически, точнее, он ваш. Но тут и карты как будто подтверждают. Возможно, это вы будете делать какой-то вывод, ведь это переходное значение между прошлым и будущим. Вот у вас может трансформироваться какое отношение или трансформируется ваш статус. Были один или одна, а тут серьезно задумаетесь. Может быть, вы куда-то и отправитесь. Может быть, у кого-то состоится знакомство именно в поездке, не обязательно далеко.
Можно вон поехать совсем близко, да? Тут как сама судьба. И, судя по всему, судьба берет над вами шефство. Так и хочется сказать. Ну ладно, а что по финансам? Вот все-таки вроде бы так вот по финансам и говорят. Все неплохо. Но есть некоторые моменты. Вот смотрите, пятерка жезлов, да? Карта информационного хаоса, какая-то сбивчивая информация, пятерка пентаклей. То есть есть все равно, ну, какая-то недосогласованность по финансам, либо недостаток. Что это такое, что ждет? А вы это преодолеваете. У вас получается. Тут действительно дорога к свету. И это не только по личной жизни. Тут можно решить какой-то финансовый вопрос, когда что-то не стыковалось очень долго. Но у кого-то это будет и через работу, потому что карта Солнца выбора правильного направления. С чем вы готовы взаимодействовать? Или, может быть, откуда к вам будут опять же приходить деньги, и вы для себя тут какую-то новую концепцию с тузом Пентаклей, такое тоже может быть. И, кстати, шестерка мечей тоже может для кого-то из вас означать, может быть, не только тут по личной жизни есть интерес, а еще это связано именно с вашими личными достижениями. Я такого не исключаю. Тут, видимо, у вас несколько сфер жизни, включая ваши интересы и ваши планы, встречаются в одной точке. Вот такой месяц май. Но солнце – это всегда возможности. И это солнце – это ясность. Поэтому, ну, я должна сказать, в мае, мои дорогие, 16 мая, новолуние в вашем знаке. И поверьте, этот период, он вам определяет на полгода ваши планы, ваши направления. И вот я всегда говорю по солнцу 6-8 месяцев. Поэтому май для вас ключевой месяц, который определяет, что будет происходить в вашей жизни до конца года. И даже если какие-то обстоятельства присоединяются, но основную концепцию вы сами определяете именно в мае. Итак, ваши достижения, перемены. Перемены, поездки, встречи, контакты. Ну, выбор, туда или сюда. В две стороны мы сразу не пойдем и не поедем. Может быть, это у кого-то встанет вопрос по автомобилю. Я такое не исключаю. Мы смотрим на небольшой срок. Может быть, это как смена авто или ну, какие-то там вопросы. Но я тут вижу более глобально. Потому что у нас такие карты, которые показывали, в принципе, и тут у нас тоже добрые перемены. Поэтому складываю для вас, повторюсь, ваша судьба, такое будущее, которое вам понравится больше, мои дорогие тельцы, нежели, может быть, какой-то сложный предыдущий период, пока Уран был в вашем знаке зодиака, и он длился очень долго, 7 лет. Само пространство желает переключить тельца на что-то более доброе, светлое, хорошее, надежное, так, как вы любите. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за ваши добрые искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, мои дорогие тельцы, будьте любимы всегда.